здесь какая-то машинка осталась на зимовку. Subaru. Так как в планах было посетить все горнолыжные курорты Грузии, было принято решение взять в аренду автомобиль. Заранее была выбрана прокатная контора, была договоренность забрать автомобиль в аэропорту, и по прилету просто-напросто мы приняли автомобиль и поехали в путешествие. Дороги там нормальные? Тоже тут вообще такой пластик, наверное. Да, пластик. Вот вы там можете зафиксироваться. Здесь тоже путь. И здесь тоже путь менять. Как этого мы уже не видно. Да, вот это вот снимаем. Все снимаем. Там колеса нормальные, запаска не потребуется, она накачанная. Там. Кстати, там красивое вообще ущелье такое, наверное, как монастырем. Может, можно съездить. Ну и как, побывав в Грузии, не попробовать вкусные барджоны. О, у тебя написано Бакуриане. А? Вода. Ну а чё? Ага. Ну, туда надо. Хотя нет. Ага. Можно обратно. Ну да. Обратно идти. Сусанин. Ну, вон бассейн и есть с водой. Вода хоть и термальная, но едва теплая. Первым местом по маршруту была Кохта в Бакуриане. Но погода оставляла желать лучшего. Шел снег с дождем, и мы не планировали там долго задерживаться. Автомобилизация где-то есть? Да. Чего хочешь сказать про склон? Снизу очень лайтовый. Пологий, что ли? Да. Следующий день был запланирован на Гадерзе, и для этого была ночевка в Агидене, очень у гостеприимных хозяев. Они же стали уточнять о возможности добраться до этого горнолыжного курорта, так как дорога проходила через горный перевал. И оказалось, что даже несмотря на наличие цепей, которые мы предусмотрительно взяли, туда невозможно было проехать. Можно было только доехать до определенной точки, а далее на снегоходе пройти этот перевал. Но так как был дождь и снег стал рыхлый, и снегоходчики также перестали, собственно говоря, по этому маршруту перевозить туристов. Ночью тут вообще было, конечно, своеобразно заезжать. Я сначала думал... Нет, ну мы нормально проехали, но я думал, вообще тут можно проехать или нет? Ну да, Тут здесь как такая бы... узенькая
узенькие стенки. Коров больше и больше. Ну, я думаю, в каждом доме там не одна корова. Там и теленок, молоко. Мы направились в Местью. Дорога очень длинная, то есть навигатор показывал порядка где-то 10 часов. И обязательно помните, старайтесь в светлое время суток проезжать ее. Дорога сложная, горная. Очень много было камнепадов. Вот в такие места мы приехали. Вчера дорога была такая прям сложная. 2 раза налетали на камни, пробили колесо, пришлось в ночи там это все дело в горах менять. Хорошо полицейские попались, у них был компрессор. В общем так, экстремальненько. Мы остановились в деревушке Швабиане, гораздо ближе, чем Местия. Быстрее можно было добраться до горнолыжного курорта Титнунди. В ночи мы приехали под сильным снегопадом. В следующие несколько дней видимость была не самая оптимальная, но зато снега насыпало очень много. Первые дни, в общем-то, были у нас такие прикаточные. Так, коротенько получилось. Но зато, когда погода наладилась и открыли все подъемники, это был день, ну, просто сказка, просто улет. Где-то там внизу мы живем. Не, ну было бы, конечно, вообще на лыжах туда съехать прямо. Это может другой поселок, типа. Чебабьяни. Я вспомнил, как называется. Чебабьяни, да. Все. Мы, как всегда, всех догоняем. Мы самые быстрые чики. Ну, теперь уже никому не скинешь. Скажут, гоняют тут.
по горным, скользким, снежным дорогам. Догоняет всех, еще я На обгоняю. Хацвале мы оставили полдня до отъезда в Гудаури. Там оптимально катать сразу после снегопада, либо когда будут подъемники закрыты на Титнульде. Дорога в Гудаури долгая, поэтому мы заночевали в Тбилиси. Для того, чтобы снять усталость, мы заехали в тбилисские серные бани. Очень рекомендуем. В самом Гудауре была запланирована тренировка по использованию противолавинного оборудования. И на следующий день мы почувствовали, что такое сильный снегопад. Не, Land Cruiser хорошая машина. We're probably going to take a break in a few minutes. Yeah.